Привет-привет! Меня зовут Надя, и я рада видеть вас на своем канале. И в этом видео мастер-классе я хочу связать вот такой блинчик столбиками с накидом. На моем канале уже есть 3 видео мастер-класса про то, как вязать бесшовно столбики с накидом. Но во всех этих 3 способах есть один недостаток. Получается очень грубая и не очень красивая изнаночная сторона. А при вот этом способе, 4-м способе, получается абсолютно идеальнейшая изнанка. Смотрите, мне кажется, здесь даже опытный глаз не разберет, где происходит стык ряда. Ну, по нитям видно, что где-то здесь это происходит. Ну, смотрите, как красиво получается. И давайте начинать. Для вязания я буду использовать полиэфирный шнур «Карамель». Вот его характеристики, и цвет у меня Мадрид. А также крючок номер 5. В основе этого метода лежит все тот же метод бесшовного соединения хвостиком и узелковый метод бесшовного вязания одновременно. Именно комбинация двух этих методов позволяет добиться идеальной изнанки. Итак, откладываю хвостик приблизительно сантиметров 50, но зависит от размера изделия, которое я хочу сделать. И делаю магическую петлю рабочей ниткой. Просто поворачиваю нитку по часовой стрелке вокруг пальцев. Да, рабочая нитка идет от клубка. Вот она. Вставляю крючок в магическую петлю, подхватываю нить рабочую, делаю 2 воздушных петли. Это будет подъемный столбик на первый ряд. Еще в это же кольцо мне нужно сделать 11 столбиков с накидом. Хвостик я прокладываю внутри ряда, пока я вяжу первый ряд столбиков с накидом. Последний столбик пока не довязываем, он будет особенный. Сначала нужно доделать первый столбик, первый подъемный столбик. Смотрите, он состоит из 2 воздушных петель. А чем он отличается от остальных столбиков? В остальных столбиках есть еще накид. Вот накид у меня сейчас не сделан. Сейчас я буду делать накид с помощью хвостика в самом первом столбике. Единственное, что подтяну хвостик немножко, потому что хвостик еще и затягивает магическую петлю. Вставляю крючок под обе дужки второго звена из 2 воздушных петель. Вот помните, у нас в начале было 2 воздушных петли подъема. Вот под обе дужки, вот так, вставляю крючок, подхватываю хвостик, он из центра выходит, и он короткий, и вывожу его на изнанку. Тем самым я имитирую накид в первом. Вот видите, получился у меня накид такой же, как и во всех остальных столбиках. И дальше вяжу последний 12 столбик. Так. Накид, магическую петлю вывожу, провязываю первую часть столбика с накидом и на этом останавливаюсь. На крючке у меня сейчас 2 петли. Снимаю крючок с петель, вытаскиваю вторую петлю побольше и вставляю изделие в эту петлю. Хвостик тоже вставляю. Вот так. И дальше затягиваю рабочую нитку. Видите, что у меня получается? У меня получается, что моя рабочая нитка должна пройти через вторую петлю. Возвращаю петли обратно на крючок и подтягиваю. Все аккуратненько, чтобы петли были нужного размера. Дальше крючком подхватываю хвостик. Вот он. Вывожу его. Вставляю крючок под первую горизонтальную петлю. Не спутайте ее с вот этой, со второй подъемной петлей. Вот сюда, под первую горизонтальную. Подхватываю хвостик. Опять вывожу его.
Рабочую нитку перекидываю на себя, завожу крючок в последнюю петлю этого ряда. Перемычку здесь не подхватываю, как обычно мы делаем. Так, вот сюда завожу крючок, вот так. И снова подхватываю хвостик. Вот так. Подтягиваю все нити. Видите, хвостик мой просто как бы опоясывает рабочую нитку. То есть рабочая нить должна выйти через звено, которое делается хвостиком. Ну, я думаю, это хорошо видно. Вяжу я по формуле идеального круга для столбиков с накидом, и, соответственно, здесь будет 12 петель. Первый ряд у меня готов. Можно еще подтянуть немножко нити, и дальше перехожу к вязанию второго ряда. Все остальные ряды будут такими, какой будет второй ряд. Здесь просто первый ряд немножко отличается, поэтому на нем я остановилась более подробно. Итак, делаю накид хвостиком. Вот он, хвостик. Вот этот вот коротенький. Делаю им накид и вставляю крючок в звено перед звеном, из которого выходит рабочая нитка. Вот сюда вставляю крючок. Подхватываю рабочую нитку. Получается на крючке у меня петля и хвостик. Этот элемент будет имитировать у меня первый подъемный столбик. Дальше подхватываю рабочую нитку, провязываю петлю и хвостик вместе и делаю еще воздушную петлю. Итак, первый подъемный столбик готов. Вяжу я по формуле идеального круга, значит, в этом ряду будет 2 столбика в каждое звено. В этом видео я не буду подробно останавливаться на идеальном круге, на его формуле. У меня есть отдельный видеоурок, поэтому переходите туда. Его вы найдете по подсказке, либо внизу будет ссылочка. В общем, вяжу по 2 столбика с накидом в каждое звено этого ряда. А в конце ряда покажу, как соединить второй ряд. Последний столбик во втором ряду мне остается. Снова делаю накид. Вставляю крючок в вязание. Вяжу первую половину столбика с накидом. Дальше снимаю петли с крючка. Делаю петлю побольше и накидываю эту петлю на изделие. Не забываю про хвостик, его тоже вставляю в петлю. Дальше затягиваю петлю для того, чтобы моя рабочая нить просто прошла через эту петлю. Возвращаю петли на крючок, подхватываю дальше хвостик, вывожу его вот так. Дальше завожу крючок под первую горизонтальную петлю, вот она, подхватываю хвостик. Так. Сначала рабочую нитку перекидываю на себя, дальше завожу крючок под первую горизонтальную петлю, подхватываю хвостик. Так, теперь рабочую нитку перекидываю от себя и возвращаю крючок вот в эту петлю. Перемычку сзади не подхватываю. Вот так. Подтягиваю. Подтягиваю и хвостик, и рабочую нить, чтобы нити были все одинакового размера. И перехожу к вязанию нового ряда. Так, ряд за рядом я буду вязать этот блинчик. Смотрите, каждый новый ряд мы делаем в петлю на шаг вперед, вот сюда, на шаг назад даже, от рабочей нитки. То есть вот у меня петля, которую образует хвостик, она опоясывает рабочую нитку. Делаю накид хвостиком в петлю перед рабочей ниткой, подхватываю рабочую нить и делаю подъемный столбик. Ну, все то же самое, что мы делали в предыдущем ряду. Вот так. И так продолжаю вязать. Если вы вяжете круг, то по формуле идеального круга. Как распустить это соединение? Потому что наверняка будут вопросы, хотя, на мой взгляд, здесь все очень просто. Сначала распускаем петлю, которую делает хвостик. Раз, два.
Дальше вытаскиваем хвостик из последнего столбика с накидом. Раз, два. И дальше вот эту петлю, в которую вставлена рабочая нитка, делаем больше и вставляем в нее клубочек. Все, дальше все прекрасно распускается. Провязала я этим методом 5 рядов, и вот такой блинчик получается у меня. Изнаночная сторона. Здесь изнанку столбиков с накидом можно использовать как самостоятельный узор. Можно какой-то ковер связать, мне кажется, будет очень оригинально. Очень редко этот узор используется с изнаночной стороны, хотя, мне кажется, с изнаночной стороны он тоже очень красив. Естественно, таким способом можно вязать не только круг, можно вязать овал, можно вязать прямоугольник, четырехугольник, можно делать ковры, сумочки, использовать его на стеночках, не только на донышке. Если вам понравился этот метод, не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал. Если что-то было непонятно, задавайте свои вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.